Как понять, что мужчина влюблен в женщину? Это важный вопрос, особенно это важный вопрос для женщины в начале отношений, когда вот не совсем понятно, что между нами еще происходит. Есть, очевидно, какое-то тепло, какая-то, возможно, искорка, но непонятно, как мужчина к тебе относится. Тут есть еще такой вот момент. Замечено, что мужчины в целом, как правило, позже, чем женщины, осознают, что они влюблены, и позже, чем женщины, признаются в любви. Соответственно, получается, что часто бывает такая ситуация, что женщина находится в каком-то начале отношений с мужчиной. Этот мужчина вроде бы как-то к ней проявляет внимание, она начинает чувствовать, что у нее есть какие-то чувства к этому мужчине, а что с этим мужчиной происходит, непонятно, потому что он еще пока или сам не понял, что он влюблен, или пока он еще не решился об этом сказать. Соответственно, в такой ситуации нужно определять, влюблен мужчина или нет, по косвенным признакам, нам ничего больше не остается. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем 5 признаков, по которым можно определить, что мужчина в вас влюблен. Это, возможно, немножко как-то прояснит всю ситуацию, которая у вас может развиваться в самом начале отношений. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Так как же понять, что мужчина в тебя скрытно влюблен? Прежде всего, очень важно обратить внимание на словарный запас вашего мужчины. Как правило, есть такое замечание, что когда мужчине женщина нравится, то его словарный запас тут же увеличивается. Он начинает использовать какие-то сложные, изощренные, такие витиеватые слова, он начинает говорить красиво. Причем это происходит, так вот, автоматически. Особенно, если у вас есть возможность понаблюдать за этим мужчиной, как он общается в каких-то других ситуациях, в других сферах, в других компаниях, то вы можете заметить, что вот с вами он общается вот таким образом, он использует какие-то красивые, сложные, такие изощренные слова, а где-нибудь, скажем, на работе или в какой-нибудь компании с друзьями он общается как-то более просто. То есть простые, понятные, какие-то рубленые слова, он в принципе может быть не очень многословен. То есть это такой вот признак, что когда мужчине женщина нравится, он начинает заливать, грубо говоря. То есть он начинает говорить более красиво, он начинает больше говорить. И эта речь наполняется лучшими экспонатами его словарного запаса. Вторая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, для того, чтобы определиться, что мужчина в вас влюблен, это на его взгляд. Если вы чувствуете, что вот взгляд у него какой-то горячий, что взгляд у него какой-то яркий, не потухший, тут могут быть любые образные вот какие-то описания, но на самом деле вам нужно опираться на свою эмпатию, на ваше какое-то субъективное чувство, что вы чувствуете, когда мужчина на вас смотрит. Дело в том, что взгляд у людей обладает очень важным сигнальным значением. Наши далекие предки, когда были еще охотниками-собирателями, часто, еще когда речь была не очень развита, они общались взглядами. То есть, на самом деле, то, как мы смотрим друг на друга, как приподняты наши брови, как мы щуримся, как мы, скажем, не знаю, насколько мы пристально или непристально друг на друга смотрим, это обладает большим количеством такого вот невербального какого-то сигнального значения. И вам надо понимать, что если вот вы смотрите на мужчину, и его взгляд кажется вам горячим, его взгляд кажется вам искристым, его взгляд кажется вам каким-то, не знаю, удивленно интересующимся, то на самом деле вам не кажется. Это вот такие сигналы подает его тело, такие сигналы подает, он мимически подает. Тем более, что мимику мы, как правило, не очень умеем контролировать, а мужчины, в принципе, язык телодвижений не особо умеют и не особо заморачиваются, чтобы это контролировать. Поэтому, если вы видите напротив себя мужчину, который на вас смотрит влюбленными глазами, скорее всего, он в вас влюблен. И третий признак, который позволит вам определить, что у вас мужчина влюблен, это длительность его взгляда. Для выполнения этого задания вам понадобится секундомер. Шутка. На самом деле, есть такое замечание, что когда люди влюблены друг в друга, то вот в общении они смотрят друг на друга, то есть вот eye contact, глазной контакт у них занимает примерно от 66 до 75% всего времени. То есть 2/3, 3/4 времени люди смотрят друг другу в глаза. Вот можно себе представить такую картину. Сидят, скажем, в ресторане мужчина и женщина, между ними свечки должны стоять, и вот они смотрят друг другу в глаза, в эти блестящие, в которых отражаются живой мерцающий огонь свечей, и они прям утопают во взгляде друг друга. Вот это что-то такое про влюбленность. Если же это люди, которые раньше были друг в друга влюблены, и кто-то из них перестал как-то испытывать такие чувства, то, как правило, в таких ситуациях они смотрят друг другу в глаза в общей сложности менее половины времени. То есть 50% или меньшее количество времени это люди смотрят друг другу в глаза, а остальное время они смотрят куда-нибудь на какие-то другие предметы. То есть достаточная длительность глазного контакта также может говорить о том, что мужчина в вас влюблен. Четвертая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это то, насколько мужчина старается вам понравиться внешне. Дело в том, что мужчины, как правило, своей внешностью интересуются не так много, как женщины. И более того, это еще и так социально как-то не принято, что мужчины, скажем, рассматривали себя в зеркале публично или как-то
интересовались каким-то, я не знаю, там, модой или еще какими-то вещами. Поэтому женщинам сложно в этом разобраться. Но если вы, например, слышите, что мужчина вам задает какой-нибудь такой вопрос, что «А как ты относишься вообще к людям, которые ходят в спортивных вот, костюмах?» Это вроде сейчас как бы модно, и с одной стороны это так современно, с другой стороны, может быть, ты считаешь, что это пошло. То есть он спрашивает ваше мнение. Он спрашивает ваше мнение по поводу того, как вы относитесь к тому, как он, возможно, может выглядеть. Или, скажем, он спрашивает вас, тебе как больше нравится, когда я, скажем, не знаю, пострижен коротко или когда у меня подлиннее волосы. И если он задает такие вопросы, если вы понимаете, что для него важно, как вы относитесь к тому, как он выглядит, означает, что вы для него важны, и, скорее всего, он в вас влюблен. Пятая очень важная вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это как мужчина старается к вам прикоснуться. Понятно, что если, предположим, вы из какой-то дружеской компании вместе вот вышли, у вас принято, не знаю, обниматься, или, скажем, вы на танцах познакомились или ходите на танцы, и вот вы идете с танцпола, и он как-то вот вас так приобнимает за талию, касается вас, то вроде как это все здесь вот, уместно и понятно, что вот он меня касается чуть чаще, чем должен был быть, и я как бы не против, и он не против. Но что же делать в ситуации, если, скажем, вы только познакомились, и вы еще не касались друг друга, и как будто бы, если, знаете, у воспитанных людей так не принято, чтобы мужчина с бухты-барахты как-то трогал женщину. В такой ситуации мужчина старается через какие-то ритуализированные такие вот поведенческие формы прикоснуться к женщине через какой-то промежуточный предмет. Предположим, когда мужчина принимает у женщины пальто, когда мужчина пододвигает стул, если там, скажем, в ресторане, когда он ухаживает за столом за ней, когда мужчина открывает дверь для женщины. В этой ситуации это такой способ как бы прикоснуться к женщине через какой-то предмет, таким образом, чтобы показать окружающим, что мы вот находимся в каком-то одном процессе, и с другой стороны, чтобы было какое-то вот это тактильное чувство. То есть я видел очень много таких случаев, когда идет женщина, останавливается перед дверью, сзади нее идет мужчина, он стоит и ждет, пока она откроет дверь, у него нет желания открывать перед ней дверь. А бывают такие ситуации, когда женщина начинает открывать дверь, и мужчина так изворачивается, казалось бы, там физически некуда поместиться, но он таки изворачивается и открывает перед ней эту дверь, и она через дверь чувствует его эту силу, вот в этот момент происходит у них контакт. Он не касается ее физически, но он открыл перед ней дверь, и она, начиная открывать эту дверь, чувствует через дверь его это движение. И вот это очень важно. То есть, если мужчина заинтересован в женщине, если мужчина влюблен в женщину, он будет стараться прикоснуться к вам, даже соблюдая очень важные такие вот социальные границы. То есть он будет просто стремиться приблизиться к вам. Вообще тема влюбленности в самом начале отношений мне нравится, потому что она как-то заряжена такой радостью, предвкушением чего-то такого важного, что вот начинается. Вы можете дополнить это видео и написать в комментариях, как вы когда-то определили, что мужчина в вас был влюблен, по какому его поведению, на какой признак вы обращали внимание. Это будет очень важно, я всегда благодарен, когда вы дополняете мои видео. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли посмотреть. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.